Всем привет! Вот дно и готово. Сплел дно, и в этом ролике будем подготавливать дно к вплетению корзинок. Но особо я внимания на этом уделять не буду. Но перед тем, как вплетать длинные ленты, сделайте сначала по этому размеру вот такие настенки. Сюда и сюда. Я их помечаю, чтобы по ней все остальные другие делать. Потому что потом, когда будут вплетены длинные ленты, вам их будет неудобно мерить. Еще что хочу сказать. У меня получилось вот так. Я вот эти вот сплетены. Здесь вот так. Слишком сильно сжал. И у меня получилось, вот, если видно, вот настолько больше. Если у вас так получилось, что делать? Вариант первый. Расплести, но это очень уж сложно. Сплетать легко, а вот расплетать сложно. Вариант второй. Уменьшить прям чуть-чуть ленту. Где-то на полмиллиметра. И уменьшив чуть-чуть на полмиллиметра, даже меньше, вот такие полосочки. Здесь их 27 штук. 10 таких полосок, это уже будет, если на полмиллиметра, полсантиметра. Она уменьшится. Хотя уменьшив на такое расстояние, вы даже не отличите их. Ну, естественно, 20 полосок это уже сантиметр будет, а 27 это 1,5 сантиметра. Так что чуть-чуть совсем. Ну, в моем случае, в принципе, такое расстояние, ширина полоски, они легко сдвинулись, и у меня получились ровные. Но если у вас вдруг не получается, уменьшите ширину ленты чуть-чуть. Так, ну что ж. Следующим, перед тем, как вплетать ленты, вам нужно определиться с высотой стенок. В моем случае высота стенок будет вот такая. Ширина корзины. Ну, вообще лучше не превышать ширину корзины. Потому что если вы сделаете высоту, скажем, такую, у вас получится уже не корзина, а квадратное ведро. Так, ну и поэтому будем мерить ленты. Лента у нас должна идти, скажем, так, так, так и сюда так. И с этой стороны также. Так, так, так. И сюда так снизу. Поэтому берем 3 этих. Я беру. Раз, два, три. Потом одна стенка 2 и другая стенка 2, 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Все, сразу зарезаем ее. И следующее уже я отмеряю уже по этой. Ну, чтобы каждый раз не мерить. Ну, естественно, ширину то же самое. 3 и 4. 7 штук.
Следующим этапом я вот уже пометил мелок и линейку. Отмеряем середину. Здесь 28 где-то, 14 сантиметров середину. Ну, можно посчитать. Ну и здесь также потом середину. Берем ленту, которую отрезали, и складываем ее пополам. Вот. Я его так складываю, здесь вот загибаю. И важно, чтобы вот он кусочек, ленту вот так вплетать. Не так, а вот так. Потом, когда будете стенки обплетать, она у вас будет вовнутрь, если вы так вплетете. И она вам будет мешаться. А если так, она будет наружу. Ну и вот где помечено, я обычно краешки загибаю, чтобы и эти полоски, ну и можно обрезать. Я их оставил для примера, что вплетать буду именно с этой стороны. Вот здесь они закончились, чтобы когда длинные ленты вплетем, вот эти вот обрезки, они спрятались под нее. Потому что дно мы уже больше трогать не будем. Вот наш сгиб, середка. И начинаем так вплетать. Ну что ж не лезешь? Полежала, упрессовалась. Туго идет. Да что ж так туго-то? Ну вот, середка. И что у нас получилось сейчас? Плетется так. Так. Стенка. И это пойдет так. На дно. И с этой стороны то же самое. Ну все, сейчас очень много бутылок нужно. У меня столько лент пока нет. Получается, в моем случае, с бутылки 2 ленты. Здесь 19 штук, 10 бутылок, а здесь 27 штук, где-то бутылок 13. Ну, где-то бутылок 25. Ну вот как, все в плиту. В следующем видео начнем стенки собирать. Это самое интересное. Мне больше всего нравится. Уже будет формироваться корзина. Ну все, всем пока.